Всем привет, меня зовут Эдуард Кичигин. Это такие короткие видео про новости проектные и про скетчинг, конечно, про скетчинг, да. Прошлой ночью ехал из Вологды в Питер и скетчил в автобусе. Нарисовал один любопытный разворот, ну, сейчас я покажу и расскажу, что там происходило. В принципе, это прикольно, потому что процесс выглядит так. Все спят. Ехали ночью, все спят, и, ну, у нас же еще белые ночи, остатки их продолжаются. И все спят, я проснулся, вышел, кофе попил, на остановке автобуса взял мой скетчбук, тыдын, взял маркер и начал думать над проектами. Из тех моментов, которые я обдумывал и доводил, это идея вот этой небольшой часовни с округлой колоннадой вокруг. Вот эта часовня, вот эта колоннада. Вот пропорциональное соотношение между человечком и размерами всей вот этой вот большой истории. Все очень условно, очень условно. Я думал над первичным, первичным формообразованием, да. Это все моменты из давнего проекта, которые нужно актуализировать и привести в какой-то, ну, более-менее приличный вид. И все объекты, которые здесь находятся, они в рамках одного проекта. То есть такая типология домиков, такая типология отдельного домика. Вот это, сейчас я покажу разрез. Это было нарисовано раньше. А вот в поездке я нарисовал разрез. И плюс вот эта колоннада, которая обрамляет данную часовню. Вот здесь она больше проработана. Нарисовал, как обычно, вот этим линером, маркером микроновским. Он называется Pigma Graphics. Ну, тут уже все стерлось. Pigma Graphics 3. И довольно удобный, потому что можно боком рисовать, можно вот этим острым уголком рисовать. Линер супер практичный, я его постоянно держу в кармане, его закрыл крышкой, такой вот, на ней есть такая штучка, и ее засовываешь в карман, и, в принципе, не теряешь. В принципе, все очень удобно. И характер штриха довольно-таки приемлемый, в принципе, для такой более-менее грубой, может быть, графики. В принципе, хорошо подходит. И если мы посмотрим поближе отдельно, то вот такие вот интересные, симпатичные, живые, эффектные линии получаются. И плюс на это все, конечно, накладывается тряска автобусная. И вот, например, по этому эскизу видно, как я пытался провести прямые линии. То есть я сижу в кресле, это не очень удобно. Скетчбук у меня лежал сначала на такой подставке перед передним сиденьем, потом я его взял в руки, опер на, ну, какую-то сложную конструкцию из себя, из скетчбука я сделал, и дело пошло лучше, стало удобней. Но все равно вы видите миллион попыток нанести прямую линию. То есть я сначала делал вот такие вот опорные линии, тык-тык, 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 вот здесь тык-тык, а потом, когда я попадал этими опорными линиями в необходимую мне форму, то я начинал как бы ее уточнять, делать вот эти вот более интенсивные пятна черным. В принципе, я обычно так и делаю. Сначала делаю какую-то необходимую основу, ну, то есть, потому что я не использую карандаш, потому что мне нужно сразу же рисовать быстро, просто симпатично, поэтому я делаю такие наметки, например, маленькими точками делаю так, тык-тык-тык-тык-тык, или штришочками, пока у меня на листе не будет понимания более-менее прямой линии. Более-менее прямой. Прямая абсолютно мне не нужна. Более-менее прямая мне хорошо подходит. И потом я ее беру и уточняю. Поэтому характер вот этого рисунка, он получается такой немножко рваный, но декоративный. Декоративный и симпатичный, да, симпатичный. Нельзя сказать, что красивый, он вполне себе симпатичный. И вот, например, здесь вот эту часовню хотел более подробно проработать, начал ее и не закончил. Не помню, что отвлекло. Но пошел дальше в проработку вот этой истории с колоннадами. Искал пропорции, думал, как могут вот эти вот колонны работать дополнительно, чтобы людям было удобно. Думал, может быть, здесь могут быть вот здесь фрагменты скамеечек. Но потом отказался от этой идеи, нужно еще подумать. Искал пропорции вот этих арочных проемов, каким образом они могут работать здесь более широкие, но в конце концов пришел к более вытянутым. Потому что еще более вытянутые пропорции, они будут на схеме вот этого источника. Здесь набросал идею ангела, ну тут святой источник, здесь небольшой парапет, но может быть я его сделаю пониже, для того, чтобы могли люди присесть. Сейчас они могут только облокотиться. То есть он может подойти, положить руки сюда и стоять, смотреть на фигуру ангела, на то, как течет вода, на саму вот эту вот историю с арочными формами, которые обрамляют этот источник, и зелень, которая выходит сзади. Все, конечно, в моей черно-белой лаконичной графике.
Это необходимо для того, чтобы не уходить в проектировании в какую-то большую сложную историю. Для того, чтобы освободить возможность для мозга работать и не думать ни о чем другом, не думать, не заморачиваться. Просто есть линер, один инструмент, ну или там перьевая ручка, или параллель пену, ну то, что ты выберешь, или маркер, ну все, что тебе угодно. Ты оставляешь вот эту вот историю, потом ты ее будешь доделывать, может быть, до хорошего результата. Но сейчас, когда ты думаешь над проектом, тебе необходим один инструмент, чтобы не усложнять себе работу, чтобы ну вот, заниматься проектированием, а не вырисовыванием красивостей. Ну и в итоге, например, вот здесь в размере я, в принципе, показал все, что мне нужно показать. Я показал соразмерность человеку этой идеи. Потом я, может быть, буду приносить туда более точные размеры. Дальше я перенесу ее, наверное, в 3D. Ну, тут есть некоторые моменты, которые я хочу доработать. Я доработаю, домыслю их, наверное, на бумаге. А потом перенесу в 3D и буду прикидывать, какие размерности мне нужны. Ну, дальше все пойдет ближе в историю к рабочей документации. Или же, может быть, это останется все как эскизная история, если эта вся большая идея каким-то образом перевернется, а она может. Ну и, соответственно, например, вот эта вот большая детализированная структура, которую я начал уже прорабатывать в деталях, а вот здесь вот эта вот структура еще не детализированная, это я рисовал раньше. Вот так обычно и получается. Сначала, ну, первая идея, она зарисовывается таким очень условным, не детализированным, простым, супер простым изображением. А потом, когда есть время, ты берешь и разрабатываешь ее дальше. Но в первом впечатлении, большими формами, большими мазками, тебе уже есть что показать, тебе уже есть о чем говорить там с клиентом и показывать свою проектную идею. Если она, ну, не коррелирует с тем, с общими ожиданиями, то ты берешь, рисуешь другую идею. То есть ты не тратишь много времени, не прорабатываешь ее до какого-то блеска. Но, в принципе, на своем вот таком вот эскизном уровне она должна выглядеть превосходно. Вот к этому я и добиваюсь. Вот этого я добиваюсь, и к этому идет моя графика. На уроки по такой графике смотри в описании к видео, и там ссылка на Boosty, на мой платный сервис. Там я все подробно рассказываю. Вот, и смотрим. Был такой супер простой эскиз, ну, тут ничего сложного нету. Берем, рисуем вот такую вот идею, рисуем очень условно, очень обобщенно такую фигурку ангела, ну, крылышки сюда загнули, немножко тени дали, очень условно тело нарисовали. Вот здесь небольшой пьедестал, вот он, и вокруг него вот эта вот колоннада. Как вы видите, все супер простыми формами. И тут же вид сбоку. Теперь уже о этой структуре все понятно. И необходимые подписи, что формы перекликаются вот с этой историей с часовней. Вот таким образом. Только здесь бэкграунд выше, здесь бэкграунд ниже. Здесь доминирует форма часовни, здесь скульптура ангела в гармонии, в композиции с общим контекстом. И вот здесь эта вся история чуть-чуть более проработанная. Я подумал, может быть, сюда нужны акценты некоторые. Например, вот в этом домике, который тоже по структуре этого комплекса, я предполагаю, что могут быть небольшие скульптуры. Значит, вот здесь в меньшей форме я могу сделать или какие-то простые шары, или, может быть, вазоны. Потому что вазоны — это круто, и это вполне себе в традиции архитектуры классики. А вот здесь, может быть, будут небольшие скульптуры, потому что это интересная форма получается. Очень интересная и очень любопытная. Часовня, вокруг нее колоннада. Здесь сверху, может быть, через один будут тоже небольшие скульптуры. И мне кажется, это может выглядеть нереально эффектно. Я обязательно делаю подписи для того, чтобы вот если мой скетчбук без меня можно было открыть, то можно было понять все те идеи, которые я закладываю в проектное решение. Может быть, подписей можно делать и побольше, но пока ограничиваюсь вот таким количеством. Ну, в принципе, вполне себе это отлично работает как инфографика. То есть про часовню все понятно, про колоннаду все понятно, про вот эти все моменты понятно, как она с чем перекликается, понятно, и как эта вся история работает вместе, тоже вполне себе ясно и понятно. Это невероятно удобно таким образом и осмысливать проект, и рассказывать про проект, и экономит невероятно время и силы, потому что ты в уже приличном виде обсуждаешь проект, проектную идею с клиентом, и вот эти вот зарисовки, они, ну, симпатичные, вполне себе симпатичные. Как рисовать так? Ну, это моя итальянская школа скетчинга и быстрого рисунка, потому что я довольно много практикую в Италии. В общем, вот такая небольшая история, потом еще расскажу. Еще не рассказал про вот эти домики. Вот это небольшой гостиничный комплекс, и он забит, его рисунок фундамента
он забит с такими небольшими перерывами. То есть у меня есть возможность сделать небольшие супер-супер-супер компактные коробки домиков. И что можно сделать с этими коробками? Я думаю, это может быть первый этаж, это второй этаж. Они между собой не могут коннектиться. Это коннектится в другом варианте. Я потом еще покажу. Я думаю, это нижняя часть может быть как галерея, но не настоящая галерея, а вот это не настоящие оконные, не настоящие проемы, а проемы застекленные, и может быть стеклом непрозрачным. То есть он создает впечатление галереи, но он не является галереей. Там помещения или жилые, или обслуживающая эта структура. Здесь жилые помещения наверху. И между ними, вот в этих фрагментах, там, где фундаменты не связаны, может быть вот такая вот история. Ну, хотя нужно еще подумать. С такими колоннами симпатичными. И вся эта история перекликается, конечно, вот с этими, вот с этими, вот с этими, вот с этими моментами. И перекликается также арками, и перекликается скульптурной формой. Вот, соответственно, пропорции всей истории вот таковы. И потом я, наверное, сделаю обзор на другие моменты. Ну, соответственно, это все, опять же, моя графика. Если вам интересно научиться рисовать в таком стиле, то смотрите в описании к видео и по ссылке в шапке профиля мой сервис Boosty. Там абонентская плата 400 рублей в месяц, и можно радостно врубиться во все секреты, которые использую, и которые основываются на таком европейском подходе к подаче и разработке проектов. Ну, в общем, вот, очень много таких штук, очень много таких скетчбуков. Все совершенно рабочая тема и международные проекты. Такие. В общем, вот, если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Меня зовут Эдуард Кичигин, и внизу в описании к видео возможность научиться этой графике. Нечего биться головой об стену, можно взять мой работающий пример, который вполне себе на европейских проектах отработан многие годы и на российских, и использовать, научиться и делать такую же стильную, крутую графику. Поэтому подписывайтесь, ставьте лайк. Всем чао-чао. Пока.